В вольере зоопарка Итикава в Японии всегда шумно. Сквозь крики птиц и гомон туристов отчетливо слышен резкий пронзительный треск. Это вожак стаи японских макак заявляет о своих правах. Обезьяны суетятся, перебирают друг другу шерсть, делят еду и греются в предвещении вечерней прохлады. Это сложный, веками отточенный социальный механизм, где у каждого есть свое строгое место. У каждого, кроме Панча. Маленький шестимесячный детеныш японской макаки сидит в самом дальнем углу вольера у бетонной стены, куда редко доходит солнце. Он выглядит неестественно маленьким для своего возраста, но внимание привлекает не столько его размер, сколько то, что находится у него в лапах. Вместо того, чтобы цепляться за теплую шерсть матери, Панч изо всех сил прижимает к себе ярко-рыжего плюшевого орангутана. Эта игрушка — весь его мир. Панч утыкается носом в искусственный мех, закрывает глаза и тихонько раскачивается из стороны в сторону. Если присмотреться, можно заметить, как дрожат его крошечные пальцы. Плюшевая обезьяна не может обнять его в ответ, не может согреть или защитить от нападок сородичей. Но для Панча она стала единственным островком безопасности в пугающем враждебном мире. Видеоролики с Панчем, которые работники зоопарка и посетители выложили в сеть, за считанные дни облетели планету. Миллионы людей по всему миру со слезами на глазах наблюдали за тем, как одинокий малыш ищет утешение у неодушевленного предмета. Но за трогательными кадрами скрывается глубокая, почти человеческая драма отвержения, жестокости дикой природы и экзистенциального одиночества. Японские макаки, макака фуската, существа с невероятно развитым интеллектом и жесточайшей социальной иерархией. В их обществе правит матриархат и строгий табель о рангах. Статус детеныша в стае напрямую зависит от статуса его матери. Если мать занимает высокую ступень, ее потомство пользуется привилегиями. Если же мать слаба или по какой-то причине решает отказаться от своего ребенка, малыш обречен. С Панчем произошло худшее. По непонятным до конца причинам, возможно, из-за стресса или внутренней болезни, мать оттолкнула его почти сразу после рождения. На кадрах скрытых камер зоопарка видно, как крошечный Панч пытается подползти к матери, ищет ее сосок, жалобно пищит, но в ответ получает лишь холодное равнодушие, а позже и прямую агрессию. Мать грубо отшвыривает его в сторону, словно надоедливое насекомое. Это было невыносимо тяжело снимать и анализировать, делятся сотрудники зоопарка Итикава. Видеть, как родная мать буквально выталкивает своего ребенка из жизни стаи, зрелище, к которому невозможно привыкнуть, даже работая с дикими животными всю жизнь. Вслед за матерью Панча начали отвергать и остальные члены стаи. В мире макак слабый и неопекаемый детеныш становится объектом для буллинга. Другие подростки и взрослые особи не просто игнорировали малыша. Они прогоняли его от кормушек, хватали за хвост, кусали и демонстративно просили удалиться, если он пытался приблизиться к общей группе. Панч быстро понял правила этой жестокой игры. Хочешь выжить — стань невидимым. Он научился прятаться, не издавать звуков и проводить дни в изоляции. Именно тогда смотрители зоопарка, не на шутку напуганные депрессивным состоянием обезьянки, пошли на эксперимент. Они бросили в вольер большую плюшевую игрушку — орангутана. Для Панча это стало спасением. Он моментально вцепился в нее и с тех пор практически не выпускал из лап. Игрушка заменила ему семью, став суррогатной матерью. Администрация зоопарка Итикава долгое время пыталась успокоить взволнованную общественность. В официальных заявлениях говорилось, что подобное поведение в стаях приматов, хотя и грустное, но в целом естественное явление. «Это часть процесса адаптации и взросления», — объясняли специалисты. «Животные должны сами выстроить свои отношения». И действительно, в какой-то момент показалось, что тучи над головой Панча начали рассеиваться.
В один из дней посетители зоопарка затаили дыхание. К сидящему с игрушкой Панчу медленно приблизилась другая, более взрослая макака. Она не проявила агрессии. Напротив, она мягко прикоснулась к малышу и начала аккуратно перебирать его шерстку. Этот ритуал, груминг, у приматов является высшим знаком доверия, дружбы и социального одобрения. Панч замер. Он отпустил своего плюшевого друга и робко подставил спинку под теплые лапы сородича. В этот момент миллионы людей, следивших за судьбой малыша в социальных сетях, вздохнули с облегчением. Казалось, чудо произошло. Стая принимает изгнанника, у него появляется защитник, и скоро он сможет вернуть игрушку смотрителям. Но, к глубокому сожалению, этот проблеск надежды оказался недолгим. Отношения были мимолетными. То ли благодетель потерял интерес к Панчу, то ли строгий вожак стаи продемонстрировал свое недовольство такой дружбой. Но уже через пару дней Панча снова прогнали. Он вернулся в свой угол, к своему верному, молчаливому, плюшевому орангутану. Его одиночество стало еще более явным и горьким. Что же ждет маленького Панча, если изоляция продолжится, а нападки сородичей не прекратятся? Британское издание The Daily Mail обратилось за экспертным мнением к доктору Эмили Беттл, доценту кафедры когниции и благополучия приматов Ливерпульского университета имени Джона Мурса. Ее выводы заставляют взглянуть на ситуацию гораздо серьезнее. Доктор Беттл пояснила, что сейчас Панч находится в критической точке своей жизни. По словам ученого, сотрудники зоопарка, скорее всего, ведут за малышом круглосуточное тщательное наблюдение, просчитывая каждый следующий шаг. «Я полагаю, что Панч находится под пристальным контролем смотрителей», рассказала доктор Беттл в интервью The Daily Mail. Судя по всему, они пробуют самые разные подходы, чтобы найти способ интегрировать Панча обратно в группу. В международной практике это считается наилучшим решением – best practice. Дикие животные должны жить среди себе подобных. Однако у этой медали есть и обратная, куда более мрачная сторона. Существует четкая граница, за которой невмешательство человека становится преступным. Если возникнет реальная угроза того, что Панчу могут нанести физический вред, его немедленно изымут из группы, объясняет исследователь. Поскольку макаки — это высокосоциальные и чрезвычайно интеллектуальные приматы, изоляция от сородичей для них — самый крайний шаг. На это пойдут только в том случае, если его жизни будет угрожать смертельная опасность со стороны стаи. При этом доктор Беттл делает неожиданное и пугающее заявление. Жестокое физическое нападение сородичей — это далеко не самый худший сценарий для Панча. Куда страшнее то, что происходит с его психикой прямо сейчас, в условиях долгосрочной изоляции. Повреждения от укусов и царапин можно вылечить мазями и антибиотиками, но травму от социальной изоляции залечить практически невозможно. Панч рискует столкнуться с разрушительной судьбой социального калеки. Дело в том, что в возрасте 6 месяцев дикая макака все еще полностью зависит от матери. И дело не только в питании, молоке или физическом комфорте. Мать — это проводник в сложнейший мир социальных взаимосвязей. Будучи брошенным матерью и отвергнутым социальной группой в целом, Панч упускает ключевые этапы своего развития, утверждает доктор Беттл. Он теряет возможность освоить правильные модели поведения, которые в будущем помогли бы ему ориентироваться в жестком иерархическом социальном мире макак. Без этих навыков Панч просто не понимает языка своего вида. Он не знает, как правильно подчиниться вожаку, как выразить дружелюбие, как попросить о помощи или заявить о своих границах. Для стаи он становится чужаком, говорящим на другом языке, что лишь провоцирует новую волну агрессии. Это замкнутый круг. Есть ли в этой мрачной истории хоть один повод для оптимизма?
Как ни странно, да. И спасение Панчи кроется в самой биологии и законах природы японских макак. Доктор Эмили Беттл указывает на один важнейший нюанс – Панч – самец. И этот факт может полностью изменить его судьбу в будущем. В обществе японских макак царит так называемая матрилокальность. Это означает, что самки связаны между собой прочнейшими кровными узами и остаются в своей родной стае на всю жизнь, передавая власть и статус по наследству дочерям. Из-за этого матери макаки инстинктивно вкладывают гораздо больше сил, тепла и ресурсов в воспитание дочерей, ведь те станут частью их клана и укрепят позиции семьи. К сыновьям же отношение зачастую более прохладное. Самцы японских макак — это вечные странники. По достижении половой зрелости они в обязательном порядке покидают свою родную стаю, натальную группу и уходят в дикую природу. Они сбиваются в чисто мужские бакалаврские группы или скитаются в одиночку, пока не найдут другую стаю, которой смогут примкнуть. Существуют доказательства того, что матери макаки могут инвестировать больше ресурсов в выращивание дочерей, так как те остаются в группе, комментирует доктор Беттл для The Daily Mail. Для Панча то, что он самец, огромный плюс. Когда он подрастет, его можно будет безболезненно перевести в совершенно другую социальную группу. Там у него появится реальный шанс начать жизнь с чистого листа и выстроить новые социальные связи. История Панча — это не просто рассказ об одинокой обезьянке в японском зоопарке. Это зеркало, в которое смотрится человечество. Нас трогает его судьба, потому что в его искренней, отчаянной привязанности к плюшевой игрушке мы узнаем собственные страхи. Страх быть отвергнутыми, страх одиночества и непреодолимое желание, чтобы нас кто-то любил и защищал. Сейчас за судьбой маленького Панча следят тысячи специалистов и миллионы неравнодушных людей. Игрушечный орангутан по-прежнему с ним, разделяя его одинокие дни. Но это лишь временное убежище, ментальный костыль, который помогает малышу не сойти с ума от изоляции. Мы искренне верим и надеемся, что усилия ветеринаров, зоопсихологов и смотрителей зоопарка Итикава увенчаются успехом. Панч заслуживает того, чтобы перерасти свои детские травмы. Он заслуживает того, чтобы однажды выпустить из лап потрепанную плюшевую игрушку и уверенно шагнуть навстречу своей новой, настоящей семье. Семье, где его примут, поймут и защитят. Если вас тоже тронула история маленького и сильного Панча, если вы считаете, что этот малыш заслуживает права на счастливую жизнь и преданных друзей, поделитесь этой историей. Пусть как можно больше людей узнает о том, как важны поддержка, тепло и понимание, как в мире людей, так и в мире животных.